Лето 1927 года. Балаклавская бухта. У причала японские водолазы со своим снаряжением. Над ними советский флаг. Их сюда пригласило само советское правительство. Москва, Лубянка, ОГПУ. Цель – поднять со дна золото английского фрегата, который лег в этой бухте 73 года назад. Контракт у японцев простой. Они оплачивают все – оборудование, водолазов, время. В случае удачи советская сторона получает 60% поднятого, японцы – 40%. Японцы работали несколько месяцев, по всем правилам, систематически, с лучшей на тот момент в мире глубоководной техникой. На берег было поднято 5 монет. 5. Их поделили с советской стороной поровну. После этого японцы свернули оборудование и тихо ушли. А советская сторона, что особенно странно, еще 11 лет официально тему не закрывала. Хотя еще более странно другое. За 1,5 века англичане ни разу не потребовали свой золотой груз обратно. Ни ноты, ни запроса, ни одной официальной бумаги. И вот мой главный вопрос. Почему голодная, разоренная советская страна, в которой только-только закончился голод в Поволжье, при Дзержинском, при ОГПУ, при урезанном до костей бюджете, бросает спецотряд на поиск английского клада? Клада, которого, возможно, на дне никогда и не было. Чтобы ответить на этот вопрос, почему ОГПУ вообще лезла на дно Балаклавской бухты, придется отойти на 70 лет назад, к самой катастрофе. Потому что без этой части истории все остальное не складывается. Корабль, который советская страна потом будет искать 5 лет, это HMS «Принц», британский паровой пароход, грузовой. Заложен в 1854-м на верфи C.J. Maher в Блэкволле. Это, для понимания, восточный пригород Лондона, где тогда строили большую часть британского коммерческого флота. Спущен на воду 12 апреля того же 54-го. Длина 88 метров. Водоизмещение около 2700 тонн. Для своего времени крупный, современный, винтовой. Не парусник старого образца, а уже паровой пароход с одной паровой машиной и одним винтом. Куплен британским адмиралтейством летом 54-го. Цена – 105 тысяч фунтов стерлингов. Для понимания, это была серьезная сумма. Почти столько же британское правительство тратило в эти годы на годовое содержание небольшого фрегатского экипажа. Куплен под конкретную задачу – Крымская война. Британским войскам, осаждавшим Севастополь, нужно снабжение, нужны транспорты, нужны быстрые суда. «Принц» – один из таких. Введен в строй под командованием командора Бенджамина Бейнтона. Опытный офицер, немолодой, биография у него обычная для британского флота того времени. Что вез «Принц» в свой последний рейс? По официальному манифесту около 40 тысяч комплектов зимнего обмундирования. Теплые шинели, шапки, обувь, ботинки, сено для кавалерийских лошадей. В Крыму перед зимой это было критически важно, на местном корме лошади дохли. Медикаменты для полевых госпиталей, боеприпасы. И еще, что особенно отдельно отметить, специальное оборудование для подводных подрывных работ. Союзники собирались взрывать русские корабли, которые наши же затопили на Севастопольском рейде, чтобы перекрыть вход для британского и французского флота. Для этих взрывов нужны были инженеры, специальные заряды, водолазное оборудование. Все это «Принц» вез тоже. И, внимание, это, по-моему, самая важная фраза всего видео, к которой мы будем возвращаться. В официальном манифесте «Принца» не значилось никакого золота. Ни ящика, ни сундука, ни мешка, ни единой строки про монету для жалования войск. Это документально подтвержденный факт по британским архивам. Кто это проверял в наше время, назову позже. Есть конкретная публикация в военно-историческом журнале. 13 ноября 1954 года «Принц» приходит к Балаклаве. Это, для понимания тех, кто там не был, маленькая бухта на юго-западном берегу Крыма. Узкая, длинная, со скальными отвесными берегами. Глубина у входа приличная, около 100 метров. В 1854-м эту бухту англичане использовали как свою главную тыловую базу под Севастополем. С нее шло снабжение. В тот день в самой бухте мест на якорной стоянке уже не было. Внутрь забили все, что могли. И командующий рейдом приказал «Принцу» встать на внешнем рейде. То есть снаружи бухты, в открытом море, с одной только защитой собственных якорей. На случай шторма с моря позиция, прямо скажем, никудышная. И шторм пришел.
14 ноября 1854 года на Черное море обрушилась буря, которую в британской военной истории так и называют «Большая Балаклавская буря». Длилась 3 дня, силой до ураганной. Это, кстати, было одно из самых сильных средиземноморских и черноморских осенних событий XIX века. Про него в Англии писали газеты целыми разворотами, упоминали в парламенте. Что случилось в этот день у Балаклавы? Союзники, англичане и французы, потеряли около 30 транспортных судов. По разным данным, общее число погибших доходило до 500 человек, считая всех – экипажи, пассажиров, военных грузчиков. Ветер с моря срывал корабли с якорей и бросал на прибрежные скалы один за другим. «Принц» продержался дольше многих. По свидетельствам выживших, корабль боролся часами. Но к середине дня якори не выдержали. Винтовой пароход сорвало и понесло на скалы у самого входа в бухту. По свидетельству очевидцев, он разломился пополам менее чем за 10 минут. Из 150 человек, бывших на борту, выжило 6. Командир Бэйнтон погиб. С ним почти весь экипаж и все, кто был пассажиром. Известный британский военный корреспондент Уильям Хауард Рассел, который тогда писал из Крыма в лондонскую «Таймс», впоследствии в своих репортажах обвинил офицеров «Принца» в небрежности при работе с якорями. Это, как у нас сказали бы, было обвинение через прессу. В Англии тогда был большой скандал. И теперь про название. В оригинальных британских документах корабль называется просто HMS «Принц». Не «Черный принц», просто «Принц». Прозвище «Черный» появилось чуть позже, в первые же недели после катастрофы, в журналистике. Откуда оно взялось, точно никто не знает. По одной версии, из-за темной, почти черной окраски корпуса, которая была у этого парохода. По другой, это эмоциональный эпитет, черный в смысле несчастный, проклятый. У слова такое значение в английском есть. В русскую традицию прозвище «Черный принц» пришло, видимо, уже в 70-х годах XIX века, когда тему подняли газеты, и окончательно закрепилось после 2 русских литературных произведений. Очерков Александра Куприна в «Листригонах» в начале 10-х годов, о них мы еще будем подробно говорить, и повести Михаила Зощенко, которая так и называется «Черный принц», вышла в 30-х годах. Зощенко? Кстати, это не тот, что юмористические рассказы, а тот же, но в режиме документальной повести, хотя сильно художественный. Я в этом видео буду пользоваться обоими названиями. И это, мне кажется, важно проговорить отдельно. Когда я говорю «принц», я говорю про реальный корабль, про документы, про факты. Когда говорю «черный принц», я говорю про легенду, которая на этот корабль наросла позже. Это разные вещи. Реальный принц — это 40 тысяч шинелей, медикаменты и 150 погибших моряков. Черный принц — это сундуки с золотом, сокровища на дне, авантюристы со всего мира. Эти 2 истории до сих пор путают, и эта путаница — половина дела. Я, честно говоря, сам, копаясь в источниках, поймал себя на том, что иногда сбивался. Половина русскоязычных статей про принца — это, по сути, пересказ Зощенко, а Зощенко — это литература, не документ. Если бы я писал ролик в стиле «Черный принц», «Тайна», «Золото», «Миллионы», мне было бы намного проще. Но мы тут не за тем. Канал у меня не самый большой. Если совсем по-честному, аудитория на эту тему, кто хочет слушать не про мифы, а про то, как было на самом деле, ее мало. На таких каналах легче рассказывать сказки. Я этим путем не пойду, и вы, видимо, тоже не за этим тут. Если вы цените, что я разделяю «Принц» и «Черного принца», нажмите на колокольчик и подпишитесь. Иначе нас алгоритм YouTube разведет после первого же ролика, который вам не покажет. Я не угрожаю, я так это устроено. Без подписки следующая моя работа в вашу ленту может и не прилететь. А теперь главный вопрос. Если в манифесте золота не было, шинели и сена никого не интересуют, откуда взялась легенда про 200 тысяч фунтов? Кто ее придумал? Когда? И почему она получилась настолько живучей, что через 70 лет с ней работала уже советская спецслужба? Начну с простого. В первые недели после катастрофы про золото никто ничего не писал. От слова совсем. Английская и французская пресса ноября-декабря 1954 года про принца писала много. Но писала про другое. Гибель корабля попала в заголовки потому, что вместе с ним на дне оказалось снабжение для британских войск под Севастополем. Теплая одежда накануне русской зимы. Это была катастрофа уже не финансовая, а человеческая.
Зима 54-55 года в Крыму вошла в британскую военную историю как одна из самых страшных. Англичане, не успевшие получить шинели, мерли в окопах от обморожений, тифа, дизентерии. По разным подсчетам, от болезней и холода в эту зиму британцы потеряли больше, чем от русских пуль. Гораздо больше. Знаменитая Флоренс Найтингейл, основательница современного сестринского дела, приехала в Крым именно в эту зиму, и то, что она там увидела в полевых госпиталях, потом стало предметом парламентского разбирательства. В прессе того времени «Принц» — это пароход с шинелями, не с золотом. Корреспонденты пишут про 40 тысяч комплектов обмундирования, которые ушли на дно, про сено для лошадей, которое теперь придется как-то добывать в опустошенном Крыму, про военных хирургов, лишившихся медикаментов. Это все есть в «Таймс» за ноябрь-декабрь 54-го, в Illustrated London News, во французских газетах тоже. Никакого золота на дне в этих публикациях нет, не упоминается ни разу. Это, мне кажется, самая важная техническая деталь во всей истории мифа. Версия про золото появляется существенно позже, через 20 с лишним лет. 1875 год. Во Франции учреждается крупное акционерное общество с серьезным капиталом. Цель – поиск английских и французских кораблей, погибших у крымских берегов во время войны, и подъем грузов с них. Главный объект – «Принц». И вот в это время в проспектах общества, впервые в открытых печатных источниках, появляется конкретная цифра – 200 тысяч фунтов стерлингов золотом, плюс серебряная монета в неуточненном количестве. Откуда взялась эта цифра, никто из современных историков точно проследить не может. Версии разные. Якобы показания одного из 6 выживших матросов, данные им за пару лет до того в каком-то английском интервью. Якобы какая-то ведомость британского адмиралтейства, которую видел редактор парижского журнала. Якобы устные свидетельства военных, служивших в крымской кампании. Все эти источники, честно говоря, висят в воздухе. Ни на одной из этих версий ни одного конкретного документа я не вижу. Зато вижу другое. 200 тысяч фунтов золотом в 1975 году – это очень хорошая цифра, чтобы продавать акции французского общества. Большая, чтобы привлечь капитал. Конкретная, чтобы казаться достоверной. Не миллион, что выглядит сказочно, а 200 тысяч. Дозированная сумма для делового проспекта. Французы потратили несколько лет и серьезные средства. Обыскали дно Балаклавской бухты и подходы к ней. Нашли больше 10 затонувших кораблей. «Принца» не нашли. Общество в итоге обанкротилось, но цифра осталась. В 1897 году русские газеты со ссылкой на британские и французские источники, точнее уже сказать сложно, пишут уже как о факте. «Принц» вез значительное количество серебряной монеты и 200 тысяч фунтов стерлингов золотом. К началу 20 века эта цифра становится в России канонической, а дальше – снежный ком. В каждой следующей публикации сумма растет. По разным русским и иностранным газетам начала 20 века «Принц» вез уже 200 тысяч фунтов, 300 тысяч, 500 тысяч, 600-700 тысяч, миллион. У одного итальянского журналиста я встретил даже 6 миллионов фунтов. Это, для понимания, четверть тогдашнего годового военного бюджета Британской империи. Цифры росли. Корабль никто не находил. Между этими двумя фактами есть, по-моему, прямая связь. И вот тут деталь, которую тоже надо проговорить. Откуда вообще берется груз золота на военном корабле как идея? Это не выдумка пустая. В XIX веке британская армия за рубежом получала жалование именно так – звонкой монетой, золотом и серебром. Никакого банковского обслуживания в Крыму у англичан не было. Платить солдатам и офицерам надо было наличными, иначе через месяц-два у тебя бунт. Поэтому какие-то суммы в монете в Крым через Черное море действительно поступали. Это факт, это не легенда. Вопрос только в одном. Была ли эта монета на борту именно «Принца», именно 14 ноября 1954 года? И здесь встречная версия. Она для меня лично, честно говоря, самая убедительная. По другим источникам, и в первую очередь по недавним публикациям украинских исследователей, которые работали с британскими документами уже в 2000-х, золото с «Принца» предварительно выгрузили в Стамбуле, в Босфоре. Там, в Константинополе, как тогда говорили, располагалось интендантство британских войск, главный финансовый узел всей крымской кампании. Логика простая. Главная казна в безопасной турецкой гавани.
Оттуда мелкими партиями деньги переправлялись в Крым другими судами. Не складывать все яйца в одну корзину. Если эта версия верна, то на «Принце» в момент шторма не было ни одной монеты, только обмундирование, медикаменты и сено. И тогда поиски, длившиеся 1,5 века, искали то, чего на этом дне в принципе никогда не было. Какая версия истинная, мы достоверно сказать не можем. У меня нет доступа к британским архивам Адмиралтейства за 1954 год. Я не могу пойти в Лондон и заказать ведомости. Если кто-то из вас работал с этими документами или знает того, кто работал, напишите в комментариях, мне правда важно. Но один косвенный аргумент за версию про Стамбул, и он громкий. Англия за 1,5 века ни разу, ни единого раза официально не предъявила претензию на потерянный груз. Молчание. В 1975 году французское общество вело подъемные работы в крымских водах. Никакой ноты от Лондона. В 20-е годы советские ипроновцы шарят по дну Балаклавской бухты. Никакой ноты. В 27-м году к работам подключаются японцы. Тоже тишина. Британия молчит. Если бы там лежали миллионы фунтов государственных денег, какая-то реакция должна была быть. Хотя бы запрос, хотя бы вежливое напоминание, что груз британской короны. Хотя бы попытка через дипломатические каналы получить часть. Не было ни одного запроса за 150 лет. Это, на мой взгляд, говорит больше, чем все журнальные публикации про 200 тысяч фунтов вместе взятые. Английская сторона не пыталась вернуть свой груз, потому что, видимо, знала, что возвращать там нечего. Документы там были в Лондоне. И этим документам в Лондоне до сих пор не дают ход, потому что закрывать миф невыгодно никому, кроме историков. И тогда сразу возникает следующий вопрос. Если золота, скорее всего, не было, почему 1,5 века корабль искали все, кому не лень? Французы, итальянцы, американцы, норвежцы, немцы. Один настойчивый итальянский водолаз, которого описал Куприн, отдельная история. Десятки людей с серьезным оборудованием и серьезными деньгами годами лазили под Балаклавскую воду. Что их туда тянуло? Только сумма из газетной публикации? Или еще что-то? Немного заведу речь про то, что меня самого держит в форме за этими архивами. Я ведь над такими роликами сижу неделями, сгорбившись над столом. Спина, шея, поясница. Знакомо, думаю, многим из вас, кто тоже помногу сидит. Я в какой-то момент собрал для себя, а потом и оформил по-человечески, небольшой комплекс бодрости. 10 коротких комплексов по 5-8 минут каждый в советском стиле, той самой производственной гимнастики, которую многие из вас наверняка еще помнят по радио и телевизору. Это для тех, кто тяжело встает по утрам, кто много сидит и к вечеру весь зажатый. Включил, повторил за картинкой, и через 7 минут скованности нет, тело проснулось. Стоит, как 2 чашки кофе. Но в отличие от кофе, остается с вами навсегда. Ссылка в описании и в закрепленном комментарии. Если есть проблемы со спиной, с суставами, с давлением, посоветуйтесь сначала с врачом. Движения там мягкие, но осторожность лишней не бывает. А теперь возвращаемся к принцу. Потому что дальше начинается самое странное. Что их туда тянуло, это, по-моему, главный человеческий вопрос всей истории. И на него у меня ответа в чистом виде нет. Есть только наблюдение за теми, кто шел. Французы я уже упоминал. 1875 год, большое акционерное общество с серьезным капиталом, десятки акционеров, водолазное оборудование по последнему слову того времени, несколько сезонов работы. Обыскали дно бухты и подходов. Нашли больше 10 затонувших кораблей разной эпохи и национальности. Балаклава, кстати, к 70-м годам уже представляла собой подводное кладбище, потому что там и до Крымской войны топили, и в Крымскую, и после. Принца не нашли. Общество в итоге обанкротилось. 90-е годы 19 века. По очереди. Норвежцы, американцы, немцы. Это уже не государственные экспедиции, это частные авантюристы и фирмы. Каждая со своей версией, где именно лежит принц, со своей техникой, со своим бюджетом. Все ушли ни с чем. И вот начало 20 века. Появляется человек, которого я хочу упомянуть отдельно. Итальянский водолаз. В источниках его называют то Джузеппе Рестуччи, то Джованни Рестуччи. Какое из имен правильное, я, честно говоря, не разобрался. Потому что в большинстве русских пересказов его называют просто «итальянец». Если кто из вас точно знает, поправьте в комментариях. Этот итальянец приехал в Балаклаву на свои деньги. Без акционерных обществ, без громких контрактов, в одиночку. С собственным водолазным снаряжением, с парой помощников.
И вот он провел в Балаклаве несколько сезонов. Каждый сезон несколько месяцев под водой. Поднял со дна довольно много всякого. Обломки разных кораблей, фрагменты оборудования, личные вещи погибших матросов. Но принца не нашел. Каждый сезон возвращался домой ни с чем. На следующее лето снова приезжал. В Балаклаве в это время живет молодой Александр Иванович Куприн. Тот самый писатель, которого многие знают по гранатовому браслету и поединку. Куприн в Балаклаве жил с 1904 по 1909 год, с перерывами. Полюбил это место, дружил с местными рыбаками, с водолазами. И, что для писателей того времени совершенно уникальный опыт, сам спускался под воду в водолазном костюме. На несколько метров, в гавани, но все-таки. Тяжелый медный шлем, свинцовые ботинки, шланг к насосу на поверхности. Куприн все это попробовал на себе. В 1907-1911 годах он пишет цикл рассказов «Листригоны» про Балаклаву, про ее жителей, рыбаков, ныряльщиков. И последний очерк цикла, называется «Водолазы», опубликован в январе 2010 года в новом журнале «Для всех». Это, по сути, первый русский литературный текст, в котором подробно рассказана история принца. И главный герой этого очерка – тот самый итальянец. Куприн пишет про него с большой симпатией. Я процитирую близко к тексту, своими словами. Этот итальянец был не молод, упрям. Носил какую-то простую рабочую куртку, русского почти не знал, объяснялся жестами и парой выученных слов. В Балаклаве при этом его знали все. На рынке, на причале, в портовом кабачке. Каждый сезон он спускался под воду в одно и то же место. Каждый сезон поднимался ни с чем. И каждый сезон возвращался снова. Куприн в этом тексте, на мой взгляд, очень точно поймал одну вещь, которую я в этом видео уже почти проговорил, но повторю. К началу 20 века «Черный принц» перестал быть просто кораблем. Он стал идеей, магнитом для определенного типа людей, тех, кого манят великие недостижимые цели. Не за 200 тысяч фунтов туда годами лез итальянец, за что-то другое. Может быть, за саму возможность найти то, что не нашел никто. Может быть, за честь поднять то, что лежит ровно на пределе человеческой техники того времени. Это, мне кажется, очень важное наблюдение для понимания того, почему через 20 лет на эту же приманку клюнет уже не одинокий итальянец, а советская спецслужба. «Принц» — это была не сумма, это была мечта. Очень определенного, очень мужского, очень упорного типа мечта. Перед революцией несколько частных русских попыток. Уже были разговоры про создание отечественных экспедиций, обращались к царскому правительству за разрешением, искали финансирование. Все эти попытки в итоге заглохли. То деньги не нашлись, то правительство не одобрило, то начиналась война. Балканская, потом Первая мировая. Первая мировая, февральская революция, октябрьская, гражданская. Про принца в эти годы никто не вспоминает. Не до того. У страны другие приоритеты. Выжить, удержать власть, накормить города. На дне Черного моря в эти годы добавляются десятки новых обломков. Это наследие гражданской. Эвакуация Белой армии из Крыма в ноябре 2020 года – это огромное количество затопленных и брошенных судов. Балаклавская бухта обрастает новым слоем железа. К 22 году в самой Балаклаве свежие истории на устах у всех. Красные топили белых, белые топили красных. Зенитки, пулеметы, остатки кораблей – все это лежит под водой, перемешанное с остатками Крымской войны. Если принц где-то здесь, он теперь под несколькими слоями новых обломков. Найти стало еще сложнее. И вот в этот, казалось бы, тупик в 22 году в Балаклаве происходит маленькое событие, которое все запустит заново. Местный ныряльщик. Имени его в большинстве источников не сохранилось, что для меня само по себе удивительно. Обычно такие находки документируют, фиксируют, шум поднимают. Здесь ничего, просто местный житель. У входа в бухту, видимо, на скальном свале, он находит на дне несколько золотых монет, поднимает на поверхность. По разным источникам, то ли 2 монеты, то ли 3, то ли 5, старые, английские. Если кто из вас знает, чем именно отличались тогдашние английские золотые саверены, у меня, честно говоря, ясности с монетным анализом нет. Я с экспертами по нумизматике в этой теме не консультировался. Если знаете, комментарии открыты, я почитаю. Само событие, на первый взгляд, незначительное. Несколько монет на дне. В балаклавской воде их и до этого находили. Рыбаки иногда вытаскивали в сетях, мальчишки находили на мелководье.
Но в этот раз этого хватило. Почему этих нескольких монет, а не находок предыдущих сезонов, оказалось достаточно, чтобы запустить целую государственную спецоперацию? Кто этот человек, который через несколько месяцев после балаклавской находки придет со своими бумагами на Лубянку? И почему именно его, морского инженера в простом пиджаке, со старой папкой документов под мышкой, там не выгонят на улицу, а внимательно выслушают? Зовут этого человека Владимир Сергеевич Языков. Морской инженер. Биография у него самая обычная для своего поколения русских технических интеллигентов. Учился, работал, революцию принял, не уехал. Остался работать дальше, уже на советскую власть. Таких людей в 20-е в стране были тысячи. Они держали на себе все, что осталось от технической инфраструктуры старой России. И вот среди тысяч обычных биографий у Языкова есть одна совершенно необычная черта. С 1908 года он одержим одной идеей – поднять Черного принца. Я подчеркиваю, с 8-го. То есть к моменту, когда он переступит порог Лубянки в 23-м, за плечами у него уже 15 лет работы по этой теме. Не год, не два. 15. Это, по-моему, самая важная цифра во всей биографии Языкова. 1,5 десятилетия одной мысли. Через царскую Россию, через Первую мировую, через 2 революции, через гражданскую войну, через голод в Поволжье. Менялись режимы, а Языков продолжал думать про английский фрегат, лежащий где-то под Балаклавой. Что Языков делал все эти 15 лет? Собирал документы, брал из архивов английские публикации, французские, русские, запрашивал материалы морского министерства, читал в подлиннике британские отчеты о Большой Балаклавской буре 1954 года, изучал гидрографию Балаклавской бухты, карты течений, рельеф дна, направление штормов, разговаривал с водолазами Балтийского и Черноморского флотов, расспрашивал, что они знают про подъем кораблей с больших глубин. И ходил по кабинетам. До 1917 года по царским. Морское министерство, Министерство финансов, лично каким-то великим князьям пытался пробиться. Везде его принимали вежливо, но без энтузиазма. Идея казалась слишком авантюрной для государственного финансирования. После 17-го Языков пошел по советским кабинетам. По советским ходить было сложнее, кабинеты часто меняли хозяев. Сегодня ты пишешь записку в один наркомат, завтра этот наркомат расформировывают. Но Языков продолжал. Несколько лет без особого результата. И вот 22-й год. Та самая балаклавская находка, про которую я говорил в конце предыдущей главы. Местный ныряльщик поднимает со дна несколько английских золотых монет. Языков получает в руки то, чего ему всю жизнь не хватало. Конкретный физический аргумент. Не цитаты из французской газеты, не пересказ. Реальные монеты, реальное дно, реальная балаклава. Можно показать, можно положить на стол. И он пишет письма, готовит проект. И в начале 23-го года добивается приема на Лубянке. Не в морском ведомстве, не в АБ ЦНХ, на Лубянке, в главном политическом управлении при НКВД, ГПУ. Языков, видимо, верно угадал, что в новой советской власти охотнее всего к идее найти валюту относится именно там. Принимает его в начале 23-го года Генрих Григорьевич Ягода. Тогда заместитель начальника особого отдела ГПУ, будущий председатель ОГПУ, будущий нарком внутренних дел. Будущий, но это уже самый конец 30-х, расстрелянный по приговору суда после второго московского процесса в 1938 году. Но все это глубоко впереди. В 23-м Ягода – молодой, энергичный, амбициозный руководитель спецслужбы, который ищет проекты, на которых можно отличиться. И вот к нему приходит инженер. Простой пиджак, папка с документами под мышкой. Рассказывает про английский фрегат, золото, Балаклавскую бухту, показывает монеты, и Ягода соглашается. Почему? Тут, мне кажется, надо понимать контекст 23-го года. Страна голодная. Голод в Поволжье только-только официально закончился. Государственная казна, по сути, пустая. Внешних кредитов нет. Европа советскую власть финансировать не хочет. Внешняя торговля только-только начинает восстанавливаться через концессии и НЭП. Любая идея, которая теоретически может принести валюту, рассматривается всерьез. 200 тысяч фунтов стерлингов золотом по тогдашнему курсу – это десятки миллионов рублей. Это, для понимания тех, кто эпоху не застал, это реальный годовой бюджет небольшой Советской Республики.
Идея найти такую сумму на дне родного моря для Ягоды звучала не как авантюра. Звучала как, возможно, единственный быстрый способ пополнить кассу страны без обращения за рубеж. Если можно достать со дна, почему не попробовать? К идее быстро подключается лично Феликс Эдмундович Дзержинский, тогда председатель ОГПУ. Дзержинский, это, кстати, мало кто помнит, в эти годы по совместительству еще и председатель Высшего совета народного хозяйства, то есть и спецслужбы, и экономика, все на нем. Поэтому для него идея ЭПРОНа лежит ровно на пересечении двух его собственных портфелей. И там это его компетенция. 17 декабря 1923 года выходит приказ по ОГПУ номер 528. Формируется экспедиция подводных работ особого назначения. Аббревиатура ЭПРОН. Первый начальник Лев Николаевич Захаров, заместитель начальника особого отдела ОГПУ. Языков в составе руководства как инициатор. К группе подключается еще один инженер, Евгений Григорьевич Даниленко, специалист по подводной технике. Он берется за главное, за проектирование гидростата. Это подводный наблюдательный аппарат для работы на больших глубинах. По одним данным на 120 метров, по другим на 123. Если эта цифра верна, это тогда был мировой рекорд. Японцы в эти годы умели работать на 80 метрах, не больше. То есть Языков добился того, чего хотел 15 лет. Получил государственную экспедицию, государственное финансирование, лучшую на тот момент в мире инженерную задачу. И вот что меня в этой истории лично цепляет. Языков — это в чистом виде история одного человека, который сумел заразить своей идеей государства. Не лоббистская группа, не разведывательная сеть с многоходовкой, не клан в верхах с интересом. Один инженер с папкой бумаг. Дошел до Дзержинского и получил себе экспедицию с финансированием от ОГПУ. В русской истории таких сюжетов на самом деле мало. Обычно государство выбирает темы само, и людей под темы подбирает уже потом. Здесь наоборот. Человек принес тему, государство взяло. Биографии вот таких упорных русских инженеров, их в нашей истории много. Языков, Даниленко, тот же Тимофеев-Рисовский, Каплер, десятки других. Почти все забыты. Их имена не на школьных портретах, учебники их пропускают. Если вы хотите, чтобы такие люди не забывались, подпишитесь на канал. Без вас я их не вытащу. Алгоритм такие темы любителям истории не показывает. Показывает их только тем, кто уже подписан. Это, кстати, не моя жалоба. Это просто так оно работает. А что было дальше? Как ЭПРОН разворачивался в самой Балаклаве? Что это была за экспедиция в реальности? Палатки на берегу, водолазы в бронзовых шлемах, гидростат Даниленко? И главное, что они там за 5 лет работы реально подняли со дна? За 5 лет работы, и я сразу обозначу финал, реально мало. Сразу скажу, чтобы вы понимали, к чему мы идем. Но как именно это происходило, это, по-моему, самое интересное в технической части истории. Весна 24 года. ЭПРОН разворачивается в Балаклаве. База прямо на берегу бухты в самом городке. К Балаклаве по железной дороге и морем подтягивают оборудование, водолазов с Балтики и из Кронштадта, инженеров из Москвы и Ленинграда. По меркам 20-х годов экспедиция серьезная. К работам приписаны военные тральщики, баржа с лебедкой, буксирное судно, аэростат для аэрофотосъемки сверху, гидроплан. Маленький, по сути, флот. Главное чудо техники в этой экспедиции – гидростат Евгения Григорьевича Даниленко, подводный наблюдательный аппарат. На пальцах. Представьте стальную бочку с иллюминаторами по бокам и наверху. Внутри сидит человек, наблюдатель. Бочку на стальном тросе с поверхности опускают на дно. У наблюдателя электрический фонарь, бинокль, ручка с блокнотом. По телефонному кабелю он передает на поверхность, что видит. Если видит обломки или предмет, который надо поднять, рядом работает водолаз в обычном тяжелом водолазном костюме, и оператор корректирует его движение по дну. Гидростат проектировался под рабочую глубину то ли 120, то ли 123 метра. Я в источниках встретил оба числа, на конкретной цифре настаивать не буду. Главное, это была глубина, на которой в те годы в мире не работал никто. Японцы тогда были технологическими лидерами в подводных работах, и их предел был 80 метров. То есть Россия 20-х годов в технологии подводного наблюдения сделала рывок на 40 метров глубже мирового рекорда.
Это, на минутку, для страны, которая только что закончила гражданскую войну, очень странное достижение. 14 июля 23 года полностью собранный аппарат с яркой внешней лампой и механическим манипулятором отправляет по железной дороге из Москвы в Балаклаву, прямо к месту работ. Это первый русский глубоководный аппарат такого класса. Никаких аналогов до этого в стране не было. Что делает Эпрон в Балаклаве? Системно прочесывает дно, бухту изнутри, подходы к ней, внешний рейд, где по архивам и стоял принц в ноябре 54-го. Аэростат поднимают над морем, с него ведут аэрофотосъемку поверхности воды. Логика. Если корабль лежит не слишком глубоко и не слишком обросший, в спокойную погоду через прозрачную балаклавскую воду может быть видно темное пятно. Гидроплан тоже летает с этой задачей. Гидростат опускают по точкам, туда, где предположительно может лежать принц. Первый сезон – 24-й год. Работают все лето. Результат – никакого принца. Только подробная гидрографическая карта района. Это, кстати, само по себе ценно. Никто до них так подробно балаклавское дно не описывал. Но искали-то не карту. Второй сезон – 25-й год. Здесь впервые что-то находят. Летом 25-го водолазы поднимают со дна предметы, по всей видимости, относящиеся к принцу. Английские монеты, несколько штук, куски обшивки, бытовая утварь, в основном тарелки, и фрагменты медицинского оборудования. То есть поднимают именно то, что соответствовало бы манифесту погибшего принца – медикаменты, столовые предметы. И вот тут наблюдение, которое сами эпроновцы зафиксировали в своих отчетах. Найденные обломки лежат не одной компактной кучей, а разбросаны по большой площади морского дна. По разным точкам, иногда в десятках метров друг от друга. Картина характерная для определенного типа кораблекрушений. Это значит, корабль не просто затонул целым, его раздавило в скалах. При ударе разбило на части. И эти части за 70 лет течениями и штормами раскидало по обширной зоне дна. И для поиска вклада это очень плохое наблюдение. Потому что даже если на борту принца что-то ценное было, никакого сундука на дне теперь нет. Содержимое рассеяно. Чтобы найти его все, придется не точку обыскивать, а сотни квадратных метров. С тогдашней техникой, на тогдашних сроках, это по сути невозможно. И параллельно с этим открытием происходит, на мой взгляд, самое важное событие во всей пятилетней эпопее. Языков и Захаров продолжают изучать английские документы, те самые, до которых раньше у Языкова руки не доходили, а у советского ОГПУ были новые каналы запроса по архивам через дипломатов и торгпредство. К концу 25 года в эпроновских отчетах появляется буквально следующая формулировка. Дополнительное изучение архивов не подтверждает наличие крупного золотого груза на борту принца. То есть те самые 200 тысяч фунтов, под которые 2 года назад была развернута экспедиция, есть только в журнальных статьях. В первичных британских документах никакого подтверждения не находится. Что в этот момент по любой логике должно было произойти? Экспедицию закрыть, объяснить руководству, клада нет, тратить ресурсы дальше нельзя. Что произошло на самом деле? Поиски продолжаются. И вот это, по-моему, и есть самое интересное место всей истории. Государственный аппарат 20-х, который должен был быть прагматичным до предела, потому что каждый рубль на счету, продолжает работать по теме, которая, согласно его собственным документам, скорее всего, не имеет смысла. Почему? Версий у меня тут 3. Первое. Языков и его команда отказались признавать неудачу и продолжали убеждать руководство, что золото все-таки есть. Вторая. У руководства самого появилась ясность, что золото – миф, но закрыть проект на полпути было политически невозможно. Слишком много шума было сделано, слишком много обещаний. Нужно было довести до условного финала. Третье, самое прагматическое. Эпрон к 25 году уже занимался не только принцем, а и другими подъемными операциями на Черном море. И закрывать всю экспедицию из-за того, что один объект не вытанцовывается, было нерационально. Какая из версий правильная, я не знаю. Если вам такие подробности про реальные документы, про реальные отчеты 20-х годов, про то, как государство признало неудачу, но не остановилось, интересны, подпишитесь на канал. Я понимаю, что аудитория на такие темы маленькая. Каналы, которые рассказывают про сундуки с золотом, у них подписчиков в 10 раз больше. Я этим путем идти не хочу.
Хочу идти этим, но идти без вашей подписки я физически не смогу, потому что алгоритм закопает следующее видео в ленте. Эпром продолжает работать. В Балаклаве и 26-й год, и 27-й. Подъемы идут, но систематически. Почти ничего. Несколько отдельных английских монет, куски обшивки, фрагменты деталей. Личные вещи моряков, пуговицы, остатки кожаных ремней, металлические пряжки. Ничего, что можно было бы назвать кладом, даже с очень большим воображением. К 27 году становится очевидно, собственными силами Эпрон задачу не вытянет. Глубины слишком сложные, обломки слишком рассеяны, техники не хватает. И в этот момент к советскому правительству с очень интересным предложением обращается частная фирма из совершенно неожиданной страны. Японская фирма под названием Shinkai Kogyo Limited. Зачем советская сторона согласилась пустить на собственную секретную экспедицию иностранцев? Тем более японцев, с которыми у Советского Союза в 20-е отношения были, мягко говоря, не самые теплые. И что это вообще за фирма такая, готовая платить за чужой клад из своего кармана? Фирма называется Shinkai Kogyo Limited. Точное русское написание в источниках встречается разное. Где-то Shinkai Kogyo Essio, где-то Kogiseo, где-то Kogyo Seo. Я беру среднее. Если кто из вас по-японски разбирается лучше, напишите в комментариях, как правильно. Я с японской орфографией прошу прощения заранее. Специализация фирмы – судоподъемные работы. На 20-е годы японцы по этой части одни из лучших в мире. Японский флот после русско-японской войны 5-го года активно развивал собственную глубоководную технику. Водолазное оборудование, помпы высокого давления, специальные сетки и тросовые системы для подъема затопленных объектов. То, что у нас в Советском Союзе только-только пробовали делать у Даниленко, японцы уже отработали на десятках практических операций по всему миру. В 26-м году эта фирма обращается к советскому правительству. Не к Эпрону напрямую, а именно к правительству через дипломатические каналы. Предложение, на первый взгляд, выгодное до неприличия. Японцы готовы оплачивать все расходы, связанные с поисками принца, свое оборудование, своих водолазов, свое топливо, питание, ремонт техники. Советская сторона не вкладывает ни копейки. Если получится поднять ценности, раздел в пропорции 60% советской стороне, 40% японцам. Контракт подписали в начале 27 года, и советская сторона соглашается. Я остановлюсь здесь, потому что само это решение на самом деле очень странное. 26-27 годы – это период, когда в советской экономике уже начинается тихая ревизия эпохи концессий. Раннесоветские эксперименты с привлечением иностранного капитала – Хаммер, ленские прииски, лесные концессии – постепенно сворачиваются. Идеология меняется, партия начинает курс на индустриализацию своими силами. И на этом фоне на сверхсекретный объект ОГПУ, по которому отчеты грифованы, пускают частную японскую фирму. С японцами, с которыми у Союза отношения, мягко скажу, сложные. На Дальнем Востоке в эти годы постоянные провокации, разведывательная активность. Через несколько лет начнется открытая конфронтация на Халхин-Голе. Логика тут, на мой взгляд, может быть только одна. Точнее, у меня две версии, и я обе проговорю как мои предположения, не как факт. Первая версия. К 26 году эпроновцы Захаров, Языков, Даниленко уже понимали, что технически они задачу не вытягивают. Глубины серьезные, скалы у входа в бухту мешают подходу с поверхности, обломки рассеяны на большой площади, гидростата мало, нужны были долгие подводные работы, многочасовые погружения, систематический трал. Японцы – это просто последняя техническая надежда хоть что-то поднять. 60% от потенциального лучше, чем 100% от ничего. Версия вторая. И она, мне, честно говоря, кажется более интересной. К 26 году руководство ОГПУ уже могло понимать, что золота на дне нет. Те самые отчеты 25 года, которые не подтверждают наличие крупного груза. Но прямо закрыть экспедицию означало признать, что 3 года государственных вложений ушли впустую. Это плохо для карьеры. Плохо для репутации спецслужбы. Привлечение японцев в этой логике – изящный выход. Японцы попробуют, не найдут.
Тогда мы закроем тему официально. Мол, мы старались, лучшие специалисты мира тоже не смогли, значит, там, скорее всего, ничего нет. И никто не виноват. Какая версия правильная, я не знаю. Может, обе работали одновременно. Может, ни та, ни другая. Лето 27 года. Японцы прибывают в Балаклаву. Привозят с собой собственное оборудование. Глубоководные водолазные костюмы новых моделей, помпы высокого давления, специальные сетки для отроления дна. Это, по сути, мелкоячеистые сети, которые тащат по грунту и собирают все, что лежит на поверхности. Работают, разумеется, под плотным контролем. За каждым японским водолазом советский наблюдатель. Каждое погружение с журналом, с описанием поднятого, с подписями. Дисциплина чекистская, никаких поблажек. Работают японцы несколько месяцев, с лета по позднюю осень, систематически. По всем правилам подводной экспедиции, квадрат за квадратом, точка за точкой. Поднимают со дна то же самое, что до них поднимал Эпрон. Куски обшивки, бытовые предметы, обрывки металла, фрагменты медицинского оборудования. Подтверждение, что это принц, постоянно набирается. Но клад не находится. И, самое интересное, поднимают английские монеты. Несколько штук. Точное число в разных источниках называется разное. Где-то говорят про 2 монеты, где-то про 3. Самая часто упоминаемая цифра — 5. 5 монет за несколько месяцев работы, лучшие в мире японской подводной техники. 5. Эти монеты делят по контракту. 60% советской стороне, 40% японцам. Хотя я, если совсем честно, не очень понимаю, как делится в этой пропорции 5 монет. По одним источникам поделили пополам, чисто символически. По другим — 3 советской стороне, 2 японцам. По третьим вообще каким-то отдельным актом передали в музеи. Точная судьба этих монет в открытых источниках разная. Главное — итог. Японцы свернули оборудование, загрузили его на свои суда, тихо ушли. Без скандалов, без претензий, без жалоб. Контракт исчерпан, работы завершены. И, это очень важная деталь, на которой настаивают практически все историки темы, японцы за все время работы не нашли никаких следов крупного золотого груза. Ни сундуков, ни компактных скоплений монет, ни характерных следов золотых самородков, ни ящиков. Ничего. Если бы на дне действительно лежало золото в количестве 200 тысяч фунтов, пусть даже разбросанное штормом, японская подъемная техника 27 года имела очень хорошие шансы что-то взять. Они работали по всем правилам, по сеткам, методично, плотно. Японский водолаз в 20-е годы — это профессионал самого высокого мирового уровня. Не нашли. И когда японцы тихо уплывали из Балаклавы поздней осенью 27-го, я думаю, что они уезжали с очень конкретным внутренним выводом. Это золото — журналистская легенда. На этом дне его нет. Возможно, никогда не было. Они потратили деньги, проиграли, но получили хотя бы 5 монет в качестве сувенира. И репутационное «мы делали все, что могли». Это, кстати, очень японский способ закрывать неудачу, без эмоций. Без скандала, без претензий, с достоинством. А что в это время делал сам Эпрон? Просто стоял рядом и наблюдал, пока японцы работают? Или у советской экспедиции в эти годы появились свои дела на дне Черного моря, независимо от истории Черного принца? И что вообще будет дальше с самой экспедицией после того, как японцы тихо ушли? Совсем не стоял Эпрон рядом и не наблюдал. У Эпрона к этому моменту уже была своя, отдельная от принца, судьба. И парадоксальным образом именно эта параллельная судьба и оказалась настоящим успехом всей истории. Объясню. Пока Языков и его команда безрезультатно шарили по Балаклавскому дну в поисках мифического золота, сам Эпрон в эти же годы брался за другие подъемные операции на Черном море. И вот тут у эпроновцев, что называется, поперло. 24-й год. Эпрон поднимает советскую подводную лодку «Пеликан». Эту лодку белые при отступлении из Одессы в январе 2020 года затопили на входе в порт, чтобы советский флот не мог свободно пользоваться гаванью. Лодка 4 года лежала на дне, мешала навигации. Эпроновцы ее поднимают, выводят на чистую воду. Это первая большая официальная победа. 24-28 год. Поднимают эскадренный миноносец «Дзержинский». До революции эта посудина называлась «Калиакрия», служила в императорском Черноморском флоте. После гражданской войны лежала на дне в районе Новороссийска.
Эпрон ее достает, проводит ремонт, и она еще много лет служит советскому ВМФ под новым именем. И 28 год. Самая громкая, что называется, медийная операция. Британская подводная лодка под индексом Л-55. В 19 году эта лодка была затоплена под Кронштадтом, когда пыталась атаковать корабли советского флота во время английской интервенции. 9 лет лежала на дне Финского залива, и вот эпроновцы ее поднимают. Серьезная техническая работа, кстати. Лодка большая, на приличной глубине. Поднимают, доводят до доков, ремонтируют. И, главное, лодка под обозначением Л-55 входит в состав советского ВМФ. Англичане, узнав об этом, устраивают дипломатический скандал. Через посольство протестуют. Это, мол, имущество британского флота. Советская сторона на это отвечает спокойно. Лодка была затоплена в советских территориальных водах во время агрессивных действий против Союза и по морскому праву принадлежит стране, в чьих водах она лежала. Спор тянется месяцами, потом затихает. Лодка остается служить под советским флагом. То есть, пока Языков и его люди безуспешно ищут Черного принца, сам Эпрон незаметно превращается в одну из самых результативных государственных служб 20-30-х годов. К началу 30-х Эпрон – крупнейшая в мире организация по судоподъему. Не одна из, крупнейшая. С базами на Черном море, на Балтике, на Дальнем Востоке. С собственным водолазным училищем в Балаклаве. С парком судов, тысячами сотрудников. История, которая началась с погони за мифом, в итоге создала вполне реальную, очень полезную советскую инфраструктуру. С 1 января 1931 года Эпрон выводят из ОГПУ. Передают в Народный комиссариат путей сообщения, потом в Народный комиссариат водного транспорта. То есть спецслужбенный статус с экспедиции снимают. Эпрон становится обычной гражданской организацией, хотя структура остается военизированная. Официально Эпрон работает до 1942 года. Во время войны его расформируют. Часть его функций перейдет к аварийно-спасательной службе ВМФ. Но это уже совсем другая история, послевоенная, на которой я в этом видео не буду останавливаться. Если интересно, это отдельный материал, я могу его сделать. Поставьте лайки, если интересно, я буду смотреть на отклик. То есть вся эпоха, собственно, Эпрона 23-42, 19 лет. И вот ирония судьбы, которую я в этой истории не могу не отметить. Инженер Языков, тот, кто притащил эту идею Дзержинскому в 23-м, тот, кто 15 лет до этого по кабинетам ходил, тот, ради чьей мечты вообще Эпрон родился, стал жертвой репрессий 30-х. По имеющимся в открытых источниках данным, расстрелян. Точную дату приговора, честно говоря, я однозначно не нашел. В одних публикациях 37-й, в других 38-й. Если кто-то из вас знает точно, напишите в комментариях, мне важно. Дзержинский, тот, кто дал зеленый свет, умер еще в 26-м от инфаркта, прямо во время одного из выступлений на пленуме ЦК. До разгрома 30-х не дожил, может, по-своему и к лучшему. Ягода, тот, кто первым принял Языкова на Лубянке, арестован в 37-м, расстрелян в 38-м по приговору после второго московского процесса. Лев Николаевич Захаров, первый начальник Эпрона. Судьба в открытых источниках отслеживается неточно. Что с ним стало после 30-х, у меня достоверных данных нет. Если кто из вас знает, поделитесь. То есть к концу 30-х из тех, кто стоял у самого основания истории Эпрона, практически никого не осталось. Государство пожрало их всех. Включая того, кто, по сути, эту государственную структуру и создал. Это, на мой взгляд, отдельный важный сюжет советских 20-30-х. Люди, которые своими руками строили советскую систему, в большинстве своем этой же системой и были уничтожены. И инженер Языков с его 15-летней одержимостью – один из них. Канал у меня про такие забытые судьбы. Их в нашей истории десятки. И почти каждая такая судьба попадает в комментарии только потому, что кто-то конкретный, может ваш сосед, может родственник, что-то про этих людей помнит. Если вам важно, чтобы такие имена не исчезали окончательно, подпишитесь. Я понимаю, что для аудитории это лишний клик, но без него следующее видео в вашу ленту YouTube может и не доставить. А теперь, когда все рассказано, Эпрон, Языков, японцы, 5 монет, пора вернуться к самому большому вопросу всего видео. Был ли клад на самом деле? Или вся эта история про мечту, которой никогда не существовало? И если ее не было, почему ее так долго и упорно искали лучшие подводники мира?
Я этот вопрос, был ли клад, отложил на самый конец видео сознательно, потому что отвечать на него прямо в начале было бы нечестно. Сначала надо было пройти весь путь. 15 лет Языкова, гидростат Даниленко, японцев, 5 монет. Только теперь у нас на руках все, что нужно, чтобы попытаться сказать что-то по делу. Я разложу версии. Их у меня в итоге набралось 4, каждую с аргументами «за» и «против». Окончательный приговор выносить не буду, у меня нет на это полномочий, но свою честную позицию назову. Версия первая. Золото было и в крупных количествах. На борту «Принца» в момент гибели находилось от 200 тысяч до 5-6 сотен тысяч фунтов стерлингов золотой монетой. Жалование британской армии в Крыму, государственный груз, все по-крупному. Аргументы «за». Журналистские публикации 70-х-90-х годов XIX века, ссылавшиеся на британские источники. Утверждения участников французской экспедиции 1875 года. Свидетельства якобы выживших с «Принца». Но эти свидетельства до нас дошли уже в 3-4 пересказе. Оригиналов я не видел. Местные балаклавские монетные находки. Пара золотых в начале 20-х годов, 5 монет японской экспедиции. Аргументы против. Все эти источники друг друга цитируют по кругу. Никто не ссылается на первичный документ. Цифра 200 тысяч фунтов появляется в проспекте французского акционерного общества в 1975 году, то есть в коммерческом документе, который надо было продавать инвесторам. Это не архивная запись, это рекламный буклет. Версия вторая, и она, мне кажется, ближе всего к правде. Золото на «Принце» было, но в небольшом количестве. Возможно, жалование части английского контингента на 1-2 недели вперед. Сумма – десятки тысяч фунтов, не сотни. После шторма эта сумма была рассеяна по дну. Часть подняли, поэтому и находки в 20-х годах есть. Часть до сих пор лежит, рассеянная по сотням квадратных метров дна. Эта версия примеряет факт находок с отсутствием крупного клада. Что-то было, но не миллионы, не сундуки, не сокровища. Эту версию, кстати, в той или иной форме поддерживают и эпроновские отчеты 25 года, и неофициальные оценки японских специалистов после 27-го. Версия третья. Золото было выгружено в Стамбуле, в Босфоре, еще до прихода «Принца» в Крым. На дне в момент шторма никакой звонкой монеты не было вообще. Аргументы «за» я уже называл во 2 главе. Интендантство британских войск действительно базировалось в Стамбуле. Логистически это удобнее. Основная казна остается в безопасной турецкой гавани. Оттуда деньги мелкими партиями переправляются другими судами. В официальных манифестах «Принца» золото не значилось. И главное, Англия за 1,5 века не предъявила ни одной официальной претензии. Это серьезный аргумент. Аргумент против. Те же монеты, которые поднимали и в Балаклаве в 22-м, и эпроновцы, и японцы. Если совсем ничего на дне не было, откуда хотя бы 5 штук? Хотя нет. Это можно и иначе объяснить. На «Принце» могли быть личные деньги офицеров и матросов в карманах, какая-то мелкая корабельная касса, какие-то отдельные монеты у пассажиров. Это в сумме могло дать 5-10 монет на все рассеянное по дну поле. Просто рассыпавшаяся мелочь, без всякой государственной казны. Версия 4, самая радикальная. Никакого золота, ни в каком количестве, ни в каком виде на «Принце» никогда не было. Вся легенда – журналистский конструкт 70-х-90-х годов XIX века. Какой-то репортер в Париже или Лондоне в 70-х, гоняясь за громким заголовком, придумал цифру. Французское акционерное общество подхватило. Им нужно было продавать акции. Цифра пошла гулять по газетам. Через 20 лет попала в русскую прессу. Через 40 – в голову одному настойчивому морскому инженеру в Российской империи. Через 65 лет – в кабинет к Дзержинскому на Лубянке. Аргумент за эту версию – то самое молчание Англии. Если бы там лежали миллионы фунтов государственных денег, британское адмиралтейство как минимум подняло бы вопрос о советских поисках 20-х годов. Никакой официальной реакции не было. За 150 лет ни одной ноты, ни одного запроса. Какая версия правильная, я честно скажу, не знаю. У меня нет ни доступа к британским архивам Адмиралтейства за 1954 год, ни возможности самому посчитать, какое именно жалование получала британская армия в Крыму в ноябре 1954-го. Я не профессиональный историк. Я роюсь в открытых источниках, как и любой из вас, кто захочет проверить.
поэтому свою честную позицию формулирую так. Вторая или третья версия, скорее всего. Какое-то количество звонкой монеты на борту, видимо, было, иначе бы вообще никаких золотых находок водолазы за 100 лет не делали. Но в количестве, близком к 100 тысячам фунтов, его не было. Иначе японцы в 27 году поднимали бы кружками, а не штуками. И вот что для меня в этой истории лично интереснее самого золота. Сам факт, что советское государство в 20-е годы поверило в эту легенду и потратило ресурсы. Большие ресурсы. И на дне Балаклавы это привело к 5 монетам. Зато параллельно породило целую советскую службу судоподъема, которая через 10 лет стала крупнейшей в мире. Государственная мечта о чужом золоте – это вообще очень характерная для советских 20-х тема. В эти же годы советская сторона активно ищет так называемое «золото Колчака», пропавшие эшелоны царского золотого запаса где-то в Сибири, в Иркутске. Ищет царское золото, якобы вывезенное за границу через Дальний Восток. Ищет золото партии, уехавшее с эмигрантами. Это целая эпоха, наше против чужого, в смысле кладов. И поиски велись на полном серьезе, с участием спецслужб, с большими бюджетами. «Черный принц», иностранный, ничей, лежащий на дне у советского берега, вписывается в эту логику идеально. Найти, обогатить советскую казну золотом капиталистов. Языков, по всей видимости, эту государственную потребность для своего времени очень точно угадал. Он пришел с темой, которая в начале 20-х не могла не сработать. Это был, по сути, идеальный политический проект под идеальный политический момент. Но в итоге 5 монет. И вот, по большому счету, «Черный принц» — это история не про то, есть ли там золото. Это история про то, зачем мы его так упорно искали. Если вам этот разворот темы про мечту, а не про клад, кажется правильным, я понимаю, что таких роликов на Ютубе мало. Пиратские бочонки золота — это куда более кассовый жанр. Если вам с моим подходом по пути, поставьте лайк и подпишитесь на канал, который не делает сенсации из пустого места. Я обещаю, что и дальше буду такие истории разворачивать с этой стороны, где правда оказывается интереснее мифа. Но без подписки эти ролики до вас просто не дойдут. И последний поворот, до которого мы доедем в следующей главе. Где, собственно, принц сейчас? Потому что в 2010 году пришла любопытная новость. Украинская подводная археология заявила: мы его, наконец, нашли. И в 2016-м, снова, при реконструкции набережной, обнаружили целое подводное кладбище кораблей Крымской войны. Так что сейчас с легендой? Закрыли ли ее эти находки? Или Балаклава так и продолжает хранить свою главную загадку? Закрытие, если коротко, не пришло. Балаклава и сейчас, спустя почти 200 лет с того ноябрьского шторма, продолжает хранить свою главную странность. Сначала про сам городок. Тем, кто там не бывал, пара слов. Балаклава – крошечный населенный пункт на юго-западном берегу Крыма, чуть южнее Севастополя. До начала 80-х годов прошлого века это была полностью закрытая зона. Совершенно закрытая. На картах СССР Балаклаву иногда вообще не отмечали. Там стоял подземный завод по обслуживанию и ремонту дизельных подводных лодок Черноморского флота. Гора выдолбленная изнутри. Лодки заходят прямо в скалу через подводный туннель. Объект номер 825, если кому интересно копнуть отдельно. Жители Балаклавы, обычные семьи советских военных и гражданских, жили там с пропусками. Чужие в город попасть не могли. Так Балаклава прожила почти всю советскую эпоху. После распада Союза база была брошена и постепенно открылась туристам. Сегодня это спокойное приморское местечко. Рестораны на набережной, виноградники над городом. Бывший подземный завод теперь работает как музей подводных лодок. Любой может зайти, пройтись по тоннелям, посмотреть, где стояли субмарины. И сама бухта. Та самая, в которой утонул принц. Узкая, длинная, с почти отвесными скальными бортами. Вход – узкий проход между двумя скалами. Глубина прямо у входа – около 100 метров. Дальше, к открытому морю, дно резко уходит вниз, к 200 и больше. И на этом дне лежит, на минутку, не один корабль. Там лежат несколько эпох сразу. Турецкие шхуны времен Османской империи, греческие посудины, корабли Крымской войны, англичане, французы, союзный флот, русские пароходы конца XIX века, парусники гражданских торговых компаний,
Затопленные в гражданскую войну белые и красные суда, советские военные корабли. Под Балаклавской водой 500 лет морской истории, сваленные слой на слой. В марте 2010 года в эту копилку пришла серьезная новость. Украинские подводные археологи, Крым в эти годы был украинским, объявили о находке обломков, идентифицированных как HMS «Принц». Глубоководное обследование, гидролокаторы бокового обзора, дроны с камерами. По фрагментам, поднятым из зоны поиска, паровая машина британского производства, медицинская посуда, фрагменты обшивки пришли к выводу – это, скорее всего, он. Первая официально объявленная идентификация принца за 156 лет. Хотя нет, тут надо быть осторожным. Я в источниках видел расхождения. Часть украинских историков и тогда, и сейчас сомневается, что идентификация была однозначной. Слишком много рядом лежащих обломков, у которых паровые машины тоже британские. Это, в общем, типичный для Балаклавской бухты сюжет. Корабль то ли нашли, то ли это сосед. Если вы помните эту новость 2010 года, расскажите в комментариях, как тогда восприняли. Я тогда тему не следил. В 2016-м снова новость. При реконструкции набережной у соседней Евпатории, и тут источники путаются, то ли Евпатория, то ли восточная часть Крымского побережья, обнаружили целое подводное кладбище. 5 кораблекрушений, лежащих рядом. 3 из них с британскими опознавательными знаками, 2, предположительно, французские. Глубина около 60 метров. По одной из версий, среди этих обломков может быть «Принц». По другой, это вообще другая флотилия, погибшая в той же большой Балаклавской буре 54-го, но не «Принц». И что особенно показательно, никакого золота. Ни в 2010-м, ни в 2016-м, ни в последующих экспедициях никто никаких кладов с этих обломков не поднимал. Подняли ровно то же, что когда-то поднимали эпроновцы и японцы. Пушечные ядра, медицинскую посуду, фрагменты паровых машин, личные вещи моряков, несколько монет. И вот что у меня осталось после копания во всех этих современных сводках. Балаклава остается одной из самых загруженных подводных археологических точек Восточной Европы. И, если совсем по-человечески, это музей, который никто специально не строил. Он сложился сам, под слоем воды, за 500 лет. Турки, англичане, французы, греки, итальянцы, советский флот. У каждой эпохи свой слой. Каждое новое поколение водолазов, спускающихся в эту воду, находит обломки следующего слоя ниже. И, может быть, окончательную точку в истории Черного принца вообще никогда не поставят. Не потому, что там какая-то великая тайна, а потому, что на этом дне столько всего, что разобрать «это принц», «это не принц» иногда даже физически невозможно. Один обломок паровой машины похож на другой. Британская медицинская посуда 1954 года выглядит так же, как британская медицинская посуда 1955. Идентификация – дело сложное. И последний штрих, который, я думаю, многим из вас знаком. В Крыму есть знаменитый сорт игристого вина. Называется он, да-да, «Черный принц». Производит его балаклавская винодельня «Золотая балка». Названа в честь легенды, той самой, которую мы с вами сейчас уже почти 40 минут разбираем. То есть затонувший корабль, который, возможно, никогда не вез никакого золота, в итоге дал имя крымскому игристому. Бутылка на полке, бренд на этикетке. Клад превратился в этикетку. Это, по-моему, самое честное завершение всей истории. Канал у меня про такие сюжеты, где легенда в итоге оказывается сильнее факта, а человеческая мечта переживает любой архивный приговор. Если такие истории вам близки, подпишитесь. Это правда важно. Без подписки следующий мой материал, а он будет про колчаковское золото и про то, как его искали через 20-е и 40-е, вам в ленте не покажут. Не из-за меня. Из-за того, что алгоритм по этим темам аудиторию не подбирает сам. И теперь, на последние 2-3 минуты, я хочу выйти из всех версий, из всех документов, из всех находок и сказать пару слов о том, что я лично из этой истории унесу. Потому что она на самом деле оказалась не про золото и даже не про ОГПУ. Она про что-то другое. И к вам у меня будет один прямой вопрос. Картина, с которой я хочу закончить, очень простая. Балаклавская бухта осенним днем. Узкий вход между двумя серыми скалами. Темная вода. На набережной несколько туристов с фотоаппаратами, виноградники по склонам холмов, ресторанчики с шашлычным дымом. Город живет своей маленькой курортной жизнью. А где-то
То ли в музейном фонде в Москве, то ли в Петербурге, то ли в Токио, в каком-то токийском архивном хранилище лежат 5 монет. Те самые, поднятые японцами в 27 году. Точно где именно они сейчас, я, честно говоря, не нашел. Если кто из вас знает, будет интересно узнать в комментариях. Но они есть, они существуют. Это материальные остатки большой истории. 5 монет. Это по большому счету все, что осталось от мечты, которая жила 15 лет в голове одного инженера, которая дошла до Дзержинского на Лубянку, которая стала государственным проектом, которая 4 года работала на полную и еще несколько лет с японцами на подхвате. 5. Что я в этой истории лично унесу. Не вопрос, был ли клад, это на самом деле для меня вторично. А вот эту картинку. Голодный, разоренный Советский Союз начала 20-х. На Лубянке сидит Дзержинский, человек, у которого, в общем-то, ни одной свободной минуты нет. Гражданская война только-только закончилась, бандитизм по стране, разруха, неуплата зарплат рабочим, ВЧК переименовали в ГПУ. И к нему через секретарей пробивается инженер с папкой документов про английский корабль 70-летней давности. И Дзержинский слушает. И дает зеленый свет. Это для меня не про глупость государства, и уж точно не про коварство ОГПУ. Это про то, что в эти годы мечта о чужом золоте, о неучтенной казне капиталистов на дне моря была настолько сильной, что ее рассматривали всерьез на самом верху. И тратили на нее деньги, которых, по сути, не было. В подводном кладоискательстве, я где-то читал, есть такое правило: найдут не самые умные. Найдут самые упрямые. Языков был упрям. 15 лет упрям, по кабинетам, через 2 революции и 1 гражданскую войну, и в итоге добился того, чего хотел. Экспедиции с серьезной техникой, с государственным финансированием, с лучшим тогда в мире глубоководным аппаратом. Только клада на дне не оказалось. И теперь к вам лично. Многие из тех, кто это сейчас слушает, бывали в Крыму. Многие в Балаклаве тоже. Особенно те, кому за 55. Те, кто Крым видел еще советским, когда в саму Балаклаву нельзя было попасть без пропуска. Или наоборот, уже после 91-го, когда базу открыли. Бывали ли вы там? Помните ли что-нибудь про разговоры о Черном принце? Может, в семье говорили, может, в школе на уроках истории всплывало, может, в советских кружках водолазов, в краеведческих обществах? Или для вас Черный принц — это в первую очередь литература? Куприн, Зощенко, тот самый рассказ про итальянца под водой? Расскажите в комментариях. Я правда хочу знать, как эта легенда жила в советском обществе. В моих архивах есть документы и публикации. А как это было на бытовом уровне, этого ни в каких архивах не найти. Это есть только в вашей памяти. Я читаю каждый комментарий. Не самые умные, но самые упрямые, в данном случае это и я, и вы. Те, кто докопает. Если эта тема вам близка, подпишитесь на канал. Я понимаю, что у меня аудитория небольшая, и за каждого подписчика надо буквально просить. Я этим путем не люблю идти, но, честно говорю, без вашей подписки следующий материал просто не доедет до вашей ленты. Я в работе «Колчаковское золото». Тоже 20-е, 40-е, тоже ОГПУНКВД, тоже государственные поиски того, чего, возможно, никогда не существовало. Если хотите этот материал увидеть, нажмите на колокольчик сейчас, после видео. Забудете. До встречи на канале.